Всем привет! Вы находитесь на канале Радости частного дома, и с вами, как всегда, Вадим. И сегодня я вам хочу показать, как сделать домашний кетчуп из домашних желтых помидоров на зиму. Готовится все легко и просто. Помидоры необходимо брать слегка переспелые. Из таких помидор кетчуп получается намного вкуснее. Согласны, очень интересно приготовить кетчуп необычного цвета. Помидоры я помыл, нарезал дольками, вырезал плодоножки, и теперь с помощью мясорубки я все это измельчаю. Решетку я использую мелкую. Теперь берем сито, кастрюлю, в которой мы будем варить кетчуп, и порционно начинаем просеивать помидоры через сито. Как видите, у нас сбегает снизу сок. Очень удобно пользоваться рукой. Сразу говорю всем тем, кто напишет: «Ой, рукой, зачем-то рукой». Ничего страшного, я готовлю не в общепите, я готовлю для себя, и руки мои чистые. Ну вот, я практически уже отжал весь томатный сок из помидор, и теперь нам остается собрать этот жмых. Жмых нам уже, конечно же, не нужен, мы его просто-напросто выбрасываем. В итоге у меня получилось ровно 6 литров томатного сока. Не забываем добавить пол столовой ложки соли и отправляем кастрюлю на огонь и доводим до кипения. Соль добавляем для того, чтобы у нас лучше отделялась мякоть от сока. Томатный сок у меня закипел, теперь огонь я делаю минимальный. И теперь посмотрите, как я быстро превращу этот жидкий томатный сок в очень густой томат. То есть беру я сито обычное, простое сито, опускаю его прямо на кипящий томатный сок и с помощью половника отбираем вот этот вот прозрачный сок. У нас в кастрюле остается только густой томат, то есть мякоть, а здесь мы вычерпываем ту жижу, которую мы привыкли все по старым временам выпаривать, а нам здесь остается только вычерпать половником. Для этого рецепта мне также понадобится лук. Здесь у меня ровно 300 грамм. Для приготовления этого кетчупа я сделал необычную подборку из специй. Сюда я добавляю 1,5 чайной ложки горчицу порошком, вот такую вот. Добавляю теперь я сюда корицу молотую, буквально 1 чайную ложку. Если хотите, если кто-то не любит корицу, пожалуйста, можно не добавлять в этом рецепте, но я добавлю. И теперь добавим сюда еще один прекрасный ингредиент. Это у меня будет смесь перцев. Добавляю сюда 2 чайные ложки. Также я сюда добавлю обязательно изюминку этого кетчупа. Это молотый имбирь. Добавляю я сюда 10 грамм. Благодаря имбирю кетчуп получится невероятно вкусный. Измельчил я уже с помощью мясорубки лук. Тоже мы сюда, который обязательно добавим. Из 6 литров жидкого томатного сока у меня в итоге осталось 3 литра густого томата. Теперь из расчета на 3 литра я добавляю 1 столовую ложку соли. Добавляю я теперь сюда 300 грамм сахара. Все специи, которые я вам показывал, которые заранее приготовил, я все это делал из расчета на 3 литра томатного сока. И теперь начинаем все это сюда добавлять. Добавляем лук и добавим теперь сюда наши приготовленные специи. Высыпаем их сюда, и нам остается теперь все это хорошенько перемешать. Огонь я держу умеренный. Не забываем как можно чаще помешивать, так как томатный сок у нас теперь густой. Все я уже перемешал, и хорошо, что я вспомнил, что я забыл добавить сюда 1 чайную ложку куркумы. Куркума очень хорошая приправа, и она придаст прекрасный цвет нашему кетчупу, так как у нас варится кетчуп из желтых помидор. И варим кетчуп минут 15-20. Прошло мне 15 минут, лук и специи хорошо приготовились, и теперь я на 3 литра густого томата добавляю 1 столовую ложку 70% уксуса.
Все хорошенько перемешиваю, даю покипеть 1 минуту и можно разливать по банкам. Банки я, как всегда, помыл с хозяйственным мылом и содой. И всю посуду, которой я пользуюсь, обдаю кипятком. И теперь заполняем банки до самого верха и закручиваем крышки. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 3 литра кетчупа из желтых помидор на зиму. Получился очень необычный цвет, мне, допустим, очень понравился, а вкус просто обалденный. И теперь не забываем перевернуть на крышке и укутать до полного остывания. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.